Но вот сейчас я уже вибрации не слышу по колокольчику. Мне кажется, уже дегазации нет. А вон, видите, еще и идут пузыри. Ух как! Как оно бывает-то? Что это такое? Всем привет! Сегодня кино из серии «Не может быть, но все же вдруг». Так, фамилии я больше никаких называть не буду, ни ников, ни имен, ничего. Чтобы за меня мужики не отстреливались и не отмазывались. Я снимаю кино, значит я и отвечаю. Все. А то в прошлом видео Валерику досталось. Аж жалко стало. Хотя он всем отвечал адекватно. Молодец. Мы с ним созвонились по видеосвязи. Отличный мужик. Так, все, сегодня проверяем, что. Хочу я сегодня запустить вместо дегазатора крота в жидкий алюминий. И посмотрим, что получится. Плавить буду вот этот вот кожух, моторный алюминий. Все, от поршней я отошел, пускай они лежат, жду своего часа. Так, дальше. Человек мне написал, что, в общем, все делает на глаз. Но главное, что с кротом без спор получается, без крота спорами. Вот. И теперь еще. Он не писал за флюс ничего, но погода сегодня влажная, на улице плюс, как-то так. Короче, влажности много. И поэтому я флюса сверху еще накидаю. Все-таки пленку надо создать. Сейчас опять, наверное, кто-нибудь напишет, что я опять не по технологии делаю. Но по большому счету мне вот здесь технологию человек толком и не расписал. Делай по своему усмотрению. Так, и еще сегодняшняя задача проверить. Так, вот мой старый колокольчик. Здесь отверстие. Так, 4,5. Да, 4,5 я делал. Но их много. Но они сейчас залипшие. С прошлой плавки еще не отбил. Короче, их много и по кругу. И в прошлом видео вы, наверное, видели, да, что пузыри прям чуть ли не во стигель шли большие. Вот, пообщался я со своим наставником, пообщался. Он говорит, навряд ли это сработает. Ну, почему-то попробовать. И решили сделать два колокольчика. Сегодня я их оба испытаю. Дегазацию буду проводить ими. Один, потом второй. В первом устройство 6 отверстий на 2,5 по спирали. То есть первое, второе, третье. И дальше первое, второе, третье. 6 отверстий по спирали. А во втором 4 отверстия крест-накрест в самом верху будет. Вот. И нужно будет засечь, посмотреть, может быть потом на камере пересмотрю, на телевизоре, от какого колокольчика будет меньше пузырей. От какого, ну то есть не меньше, меньше пузырей. Пусть их будет много, но чтобы они были, булькали более-менее, а не так одним хлопком. И какой сработает лучше, такую конструкцию дальше и буду использовать. Хотя у Фолкрафта изъеденный уже полностью с большими дырами все работает. Но возможно у него работает муфельная печь все-таки. А у меня на угле горн. Так, все, хватит болтать. Разжигаю горн. Сейчас, пока горн разгорается, я раздолблю. Почищу. Я его отжег. Вчера еще полностью отжег, чтобы вообще даже дымка с него не шло. Это осталось только счистить щеткой. И начинаем. Очистить алюминий оказалась еще та проблема. От элементарной сажи и щеткой по железу, по металлу, короче, не отходит ни хрена. И я решил чуть-чуть изменить сегодняшний ход событий. Наколол я уже алюминия. Вот такой вот грязный, да. Расплавлю. Первую отливку сделаю без дегазации. Пробную, проверочную. А вторую уже с дегазатором сделаем. А потом проточим и посмотрим, будет ли разница вообще с использованием крота. Сейчас тигель прокопчу еще. Горн пошел. Значит все. Опа, ставим тигель. Тигель я сегодня взял поменьше. Потому что на эту плавку надо меньше будет алюминия. Поэтому и меньше тигель. Тигель прокоптил. И теперь алюминий. Но алюминий грязный. Надо будет потом как-то, может быть, эту плавку второй раз еще переплавить. Посмотреть, что будет. Ну вот, дальше продолжим. Как плавиться начнет. А пока расплавляется алюминий, я флюс проколю. Потому что он уже неделю, хоть и закрытый был плотно, но все-таки влажности в воздухе много. Лучше проколю, чем потом что-то стрельнет.
Ну и все, нам многое не надо, лишь бы высох. Все, алюминий начал плавиться. Я думаю, видно будет, да? Что он понемногу уже плавится. Вот, и я... Так, ну вот, весь алюминий, который наколол, сказал I'll be back. И теперь, вот, видали, сколько шлака с первого раза. Сейчас я это все дело сниму и отолью сразу первую форму. Так, ложку я прогрел. Шлак до рассыпчатого не доводил, но он как пух. Сейчас подбирается температура к 700 градусам. Но я когда мерил, было 686. Поддув не выключал, поэтому уже примерно, наверное, к 700 и подбирается. Ну, сейчас мы ее это льем. Просто, чтобы сравнить. Понятно, что она будет грязная. Ну, хотя бы сравним, что крот нам даст. Так, все. Пошел черпать уже жидкий алюминий. Сейчас переустановлю камеру. Вот сюда я буду отливать в левую форму. Это баллон пенный, из-под пены. Но он длинный, пополам разрезал, который с дном правый, он пойдет на вторую отливку, а который без дна, вот эта пупырка, где торчит, я ее выжег, положил лист железа на низ, поставил этот баллон и присыпал песком. И вот именно в него я сейчас буду выливать. Так, ну нам хватит, много не нужно. А фтигли желательно оставить побольше. Для того, чтобы реакция шла с дегазатором получше. Все, пошел еще дегазаторы принесу и начинаем. Так, засыпаем флюс. Смотрим, что будет. Ждем, когда он расплавится. По идее, он должен расплавиться и покрыть все это дело. И он начал плавиться. Сейчас как покроет полностью, расплавится. И тогда уже буду дегазировать. Это с флюсами я еще никогда не игрался, потому что страшновато смотреть. Там чуть-чуть потрескивает, как бы ничего не хлюпнуло. Ну сейчас как флюс разойдется, включу камеру. Температура 710 градусов, выключил я поддув. И вот в прошлый раз я с флюсом не доборщил, а в этот раз я переборщил. То есть уже пленкой полностью покрылось все. А он еще у меня есть, даже не расплавленный. Ну вот так вот он плавится. Как делать флюс, есть в прошлом видео рецепт. Кому интересно, можете зайти посмотреть. Я вожу именно, вот видите, задел пленку алюминиевую. Оп. Короче, под флюсом все чисто. Вот, а теперь можно и дегазатор заряжать. Так. Колокольчик маленький, небольшой, а для того, чтобы сюда заложить половину пачки крота, короче, фольгой не получается запечатать. Запечатал бумагой, газетой. Думаю, без разницы, всплывет же. Все, пробуем. Этот, у которого 6 отверстий, по 3 отверстия с каждой стороны, короче, по кругу. Ну, начинаем. Ну да, пузыри поменьше видно. Но часто. Давайте отойдем отсюда. Потому что первый раз я играю с щелочью. И что-то мне страшновато. Вот так вот. Да, действительно, пузырей поменьше. Вернее, они меньше, слышно. Ух ты ее.
Как вы говорили, это все водород выгорает. Все эти хлопки, мне один человек писал, что вот эти вот хлопки, это все выгорает водород. Но вот сейчас я уже вибрации не слышу по колокольчику. Мне кажется, уже дегазации нет. А вон, видите, еще и идут пузыри. Ух как! Как оно бывает-то? Что это такое? Что за фокусы, блин? Валить отсюда, наверное, надо, да? Ого! Вот это подегазировал. Что-то я очкую, блин. Стоит ли второй раз дегазировать вот это вот? Сейчас посмотрим. Ничего не приключится, значит стоит. Вы уж извините, что камера болтается. Я ее таскаю туда-сюда. Ого! Там это образовалось. Блин, сейчас я вам покажу. Смотрите, что там образовалось. А флюса у меня больше нет. Короче, корка. Наверное, не буду закидывать другой колокольчик. Я, может, все испорчу. Хотя нет, сейчас сниму шлак и закину. Включу поддув опять. Показываю один раз. Смотрите, какая корка. Так. Колокольчик пустой. Выгорело все. Это уже хорошо. И вот теперь надо снять эту корку. Вот теперь же флюса уже нет, получается. Смотрите, что вышло. Запеканка какая. Сухая. Вот это да. Такого еще у меня не было. Даже со стеклом. Я имею в виду, не было со стеклом. Когда плавил. О, какая зола. Только это, наверное, поддув надо выключать. Что-то я смотрю по цвету, он розовеет уже. Сейчас я поддув выключу. Поддув не нужен нам в этом деле. Так, ну все, убрал я шлак. Потом, если не забуду, покажу вблизи, что за шлак. Давайте второй. Второй колокольчик, 4 отверстия. Вот они. Только сверху. Отходим. Болтанка камерная, извиняюсь опять. Ну, поехали. Да, реакция начинается, как и в прошлый раз. Понемногу. Но все равно страшновато. Опа! Опа, опа! Я там не только водород выжгу. Там все выгорит. Так, а вот этот намного медленнее бурлит. Валер, значит, вот этот колокольчик, наверное, будем использовать. Смотри, какие пузырьки. Понемногу булькает. То есть 4 отверстия сверху колокольчика и хватает на 2,5 мм. И дегазация проходит намного лучше. Так, сейчас опять, наверное, будет что-то. О! Ёп! Вот это крот. Вот это он дает. Блин. Мне было бы страшно за камеру. Я бы ее сейчас оставил вон тут. А сам пошел бы в сторонке курить. Но что-то даже на вытянутую руку мне стремновато как-то смотреть на все это. На дисплее не стремновато, а вживую стремновато. Ну-ка, что тут? Еще играет. Ну пусть играет. Посмотрим.
Ох, если он сейчас с первого раза вычистит все. Вот это будет дело. Самый неожиданный вариант, а вдруг сработает. Да даже если наполовину из грязного дюраля, если он сейчас сработает, это уже будет отлично. Надо будет пробовать второй раз тогда переплавлять его. Так, ну все, наверное. Снимаю я пенку и буду отливать. Хотя нет, еще булькает. А булькает, знаешь, пусть булькает. Так, ладно, вам, наверное, надоело. Давайте встретимся на заливке. Убираю вторую корочку и выливаем. Опа. Смотрите, какой блин получился. Хоть включил. И не выключал. Ну вот, еще и почти полтигля осталось. Встретимся на распаковке. Вот они, плоды сегодняшнего дня. Это первая отливка, которая без флюса, без дегазатора. Это отливка с флюсом и дегазатором. 2 раза дегазация. И это то же самое, просто излишки отлил в тигель. С тигля излишки отлил в банку. Проточим все 3, посмотрим. Ну, сразу видно немножко разница. Там, где не было дегазатора и флюса, вот они, раковины. Ну, раковины мне сейчас все равно. Раковины, это с ними бороться можно запросто. Они не влияют. Мне главное сейчас мелкие поры, вот эти вот включения все, мусор весь, поднялся ли или нет. А вот на этой вот уже все, раковин нет. А вот что с порами будет, будем смотреть сейчас. Просим к станку. А вот он, сегодняшний шлак. Это вот последняя вот эта пенка, которую я снял. Вот такой он сыпучий. Может, это как раз вот таки крот просто весь спаялся. Все, к станку. И пока не забыл сказать, если кто не в курсе, крот — это средство для прочистки канализационных труб. Щелочь. Поехали. Все понятно. Не знаю, вам видно, нет? Мне все понятно. Переходим на следующую. Верхушка получилась кривая, поэтому ее первую сдерем. Ох ты, елки-палки. Вот вам крот.
Прям рифма напрашивается. Охренеть. Без ничего намного лучше. Короче, нечего вторую даже, третью эту точить. Сейчас сниму, посмотрим. Вот такой вот сегодня результат. Так, я ни в коем случае, человек, который мне это посоветовал, он делает как-то по-своему. Просто так писать не будет, знаешь, у него получается. И тем более он писал мне, что он плавит сам и жесткие диски алюминий. Больше ничего не плавил. Вот так вот. У меня моторка, может быть, из-за этого. Ну, что интересно, что мне кажется, чем дальше я вот это ввязываюсь, тем у меня все хуже получается. Вот оно, просто первая переплавка. Так, фокус. Одна переплавочка. Примерно даже лучше, чем поршня на второй переплавке. А вот переплавка с дегазатором. Двойная дегазация. Сейчас я все-таки попробую. Так, ну это вот сейчас так. Опа, все, проехали. Чтобы рассмотрели. Вот они. Ну вот опять блестят кристаллы на свету. Внутри вот эти вот. Все вот эти ямки, они все блестят на свету. И, короче, это какие-то кристаллы. Кристаллы чего-то. Может быть, это все-таки соль поваренная? Это? Хрен знает. Жду ваших комментариев. Сейчас попробую показать, как они поблескивают перед лампочкой. Вот смотрите, сейчас попробую. Вот они, один. Ну я-то когда смотрю на них, их множество блестит. То есть каждая вот эта дырочка, каждая пора, она блестит. Все, жду ваших советов, комментариев насчет этого видео. Никого не ругайте, кроме меня. Это я косячу, это мне и отвечать вам в комментариях. Никто не виноват. Советчики, их дело сказать. А мое дело уже решать, выполнять или нет. Так что все, всем удачи, пока и до новых встреч. И не расстраиваемся.